Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня я хочу вас познакомить еще с одним узором, то есть мы его вместе с вами свяжем, разберем. Вот этот узор был использован на моделях у Брунелло Кучинелли в этом сезоне. Значит, у него связан жилет, топ, как хотите его называть, потому что его можно носить как рубашку под низ, можно как основное изделие. И второй у него связан кардиган. Вот. И в оригинале там он использует хлопок, шнур хлопок. Вот у меня такой под рукой не оказалось, поэтому мы с вами свяжем этот узор. Я покажу, как вяжется на шерсти, и от этого он хуже не становится. Да? Вот посмотрите, очень элегантный узор, да, и самое интересное, что он очень простой. Никаких сложностей в этом нету, поэтому я думаю, что любой новичок справится с этим узором. Итак, значит, приступим. Раппорт этого узора 10 петель. Вот от начала полоски, здесь вот раз, два, три, вот отсюда, вот где у меня маркер стоит, и до следующего маркера, значит, 10 петель, потом плюс 3 петли в конце для симметрии и 2 кромочные, в данном случае я набирала. Значит, давайте сейчас мы приступим. Немножко одно отступление, да. Вот если вы обратите внимание, вот у меня это тоже будет заметно, и на фотографиях, вот на моделях, которые я смотрела, значит, при переходе после резинки на вязание узора, вот здесь вот в каждом раппорте было сокращено, по-моему, 4 петли, 3-4 петли. Это для того, чтобы вот изделие легло ровно, потому что если вы петли не сократите, то здесь получится шире, чем резинка, и у вас будет вот так вот рисунок лежать, да. А здесь идея в том, чтобы рисунок лежал ровно, то есть переходя от резинки на узор, чтобы изделие лежало ровно. Для этого вот в каждом раппорте было сокращено 3-4 петли. Вот я у себя сократила 4 петли. Вот в переходе от резинки к вязанию узора я сократила 4 петли. Теперь давайте перейдем непосредственно к узору и попробуем его провязать. Вот я набрала на спицы, значит, у меня 20 петель, 2 раппорта, плюс 3 для симметрии и по 2 кромочки. 25 петель я набрала на спицы и провязала 2 ряда, ну, как основание. И теперь мы начинаем. Раппорт этого узора всего 4 ряда. Мы начинаем вязать первый ряд. Кромочную мы снимаем. И в каждом раппорте первые 3 петли вяжутся лицевые. 1, 2, 3 и 7 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это первый раппорт и второй раппорт. 1, 2, 3 лицевых и 7 изнаночных. Потом в конце я вам дам схему, которую я попыталась сама нарисовать. Я думаю, будет понятно, но лучше, чем ничего, да. Значит, вот и второй раппорт закончился, и 3 петельки лицевыми для симметрии. Вот так. Значит, узор у нас мы начинаем вывязывать в изнаночном ряду. Вот мы сейчас разворачиваемся, и у нас получается теперь в начале, вы понимаете, у нас получается эти 3 петельки, которые у нас были для симметрии. Значит, кромочную я снимаю, и вот петельки для симметрии мы вяжем так. Теперь 3 лицевая, изнаночная и лицевая. Чтобы всегда вот в этих 3 петельках посерединке была изнаночная в изнаночном ряду и лицевая в лицевом ряду, чтобы у нас вот возникала такая вот эта лицевая петля, да, значит, она по лицу вяжется лицом, а по изнанке она вяжется изнаночной. Это чтобы легче было запомнить. Это у вас сейчас мы провязали 3 петельки, которые для симметрии. И начинается раппорт. Значит, в раппорте вот эти 3 лицевых, они теперь в конце. И раппорт начинается во втором ряду. Значит, мы провязываем так. Мы вяжем 2 петельки вместе с наклоном вправо. Делаем накид. Потом провязываем еще раз 2 петельки вместе с наклоном вправо. Делаем накид. Потом провязываем лицевую. Делаем опять накид. И провязываем 2 петельки вместе, но уже с наклоном влево. Для этого я меняю стеночку и провязываю с наклоном влево. И вот мы пришли к этим 3
петелькам, которые мы вязали лицевые, а сейчас мы вяжем их лицевую, изнаночная, лицевая. Вот мы провязали первый раппорт. И второй раппорт опять то же самое. Мы вяжем, значит, 2 петельки вместе с наклоном вправо, накид. 2 петельки вместе с наклоном вправо, накид. Потом лицевая, накид и 2 петельки вместе с наклоном влево. И 3 петли, которые мы вязали лицевыми, сейчас мы вяжем их лицевая, изнаночная, лицевая. Вот мы провязали с вами 2 ряда нашего рисунка, раппорта. Так, мы теперь разворачиваемся. И опять у нас нечетный ряд, это 3. Как я сказала, в 3 ряду все вяжется очень легко. Мы вяжем 3 лицевых, 1, 2, 3 лицевых и 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 изнаночных. Опять новый раппорт переносим. 3 лицевых, 1, 2, 3 и 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И 3 петельки, которые у нас остались для симметрии, вяжем 3 лицевые. 2, 3. Так, мы закончили 3 ряд раппорта, и сейчас нам связать последний, 4 ряд нашего раппорта. Значит, как он вяжется? Опять в начале у нас эти 3 петельки для симметрии, значит, вяжется лицевая, изнаночная, лицевая, и начинается наш раппорт. В 4 ряду мы вяжем опять 2 петельки вместе с наклоном вправо, делаем накид. Потом мы провязываем лицевую, накид и 2 петельки с наклоном влево. Мы меняем стеночку и опять делаем накид и 2 петельки опять с наклоном влево. И 3 петли мы вяжем лицевая, изнаночная и лицевая. Это 4 ряд. И еще раз один раппорт еще провяжем, да? Значит, мы вяжем 2 петельки вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 петельки вместе с наклоном влево, накид и еще раз 2 петельки с наклоном влево. И 3 петли у нас осталось: лицевая, изнаночная и лицевая. Все, вот это 4 ряда нашего раппорта. Вот что у нас получается по лицу. Значит, на самом деле вот этот узор, я посмотрела, он очень красиво смотрится и вот с этой стороны, да, вот его можно вязать, использовать эту сторону. Я не знаю, почему выбрали ту, но это тоже красиво, да. Единственное, что здесь можно посередине вязать не изнаночную, а тоже лицевую провязывать, и тогда будет как бы красиво, да. Вот, но это мое мнение, да. Теперь я обещала вам показать схему, которую я пыталась нарисовать. Значит, смотрите, первый ряд. Вот наш раппорт начинается: 3 лицевых, 7 изнаночных. И так мы продолжаем, и в конце 3 для симметрии петли. Второй ряд нашего раппорта. Значит, впереди мы сначала провязываем 3 петельки, которые были у нас для симметрии, потому что мы развернули наше вязание, мы теперь вяжем с другой стороны. И вот второй ряд мы вяжем вот так, стрелочка вправо, значит, 2 петельки, вот 2 петельки вместе. 2 петельки вместе с наклоном вправо, накид, 2 петельки вместе с наклоном вправо, опять накид, потом лицевая, накид и 2 петельки с наклоном вместе с наклоном влево. Третий ряд опять 3 лицевых, 7 изнаночных, тут все понятно. И четвертый ряд опять мы первый провязываем 3 петельки, которые у нас для симметрии. Так, мы вяжем с изнаночной стороны и вяжем 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид и 2 вместе с наклоном влево.
и лицевая, изнаночная, лицевая. Вот это весь раппорт, да. Здесь вот я вам сейчас немножко ближе. Вот это я пыталась условные обозначения свои. Значит, лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном влево. Провязывается лицевой. Вот это вся схема. Ничего сложного нету, согласитесь, а узор смотрится очень красиво. Вот это все, что я хотела вам сегодня показать. Да, посмотрите еще раз на этот узор. Значит, кому нравится, пожалуйста, пользуйтесь. Те, кто любит вязать и кто любит модели Брунелло Кучинелли, я надеюсь, вам немножко помогла сегодня. А на сегодня все. Пока-пока. С вами была Светлана.